Хочу сказать сразу, мы ели и будем есть хурму. Это вкусный и полезный продукт. Однако считаю важным предупредить о ее темной стороне. Один из близких нам людей скушал на голодный желудок хурму размером с апельсин. Раньше все было нормально, но в тот день все закончилось коликами в желудке и многочисленной рвотой. Притом у остальных членов семьи, которые съели меньшие плоды, все было хорошо. Я решил разобраться, в чем причина. Изучая эту тему, я нашел много подобных историй. Притом некоторые люди были вынуждены обращаться в скорую и даже угодили на операционный стол. Основная проблема может возникнуть из-за танинов в хурме. Больше всего танинов находится именно в кожуре, но они также присутствуют и в мякоти. При этом, чем зеленее плод, тем больше в нем танинов. Растворимые танины могут воздействовать с кислотой в желудке и формировать фитобизоары. Это неперевариваемые комки, которые затрудняют проходимость пищи и могут вызвать тошноту, рвоту, колики, запоры. В худшем случае бизоары могут заблокировать желудок и кишечник. Для примера поделюсь выдержкой из статьи одного доктора, который проживает в местности, где хурма растет у людей в каждом дворе. Доктор сообщил, что в их больницу нередко обращаются люди с проблемами из-за употребления хурмы. Цитирую. «В медицине есть такое понимание, как фитобизоар – инородное тело, образующееся в желудке благодаря компонентам растительной пищи, которые не перевариваются, а наоборот накапливаются и формируют инородное тело. Бизоары имеют свойство постепенно увеличиваться и могут достигать 20 см в диаметре и весить до 1 кг, образовывая полный слепок желудка. Чаще всего эти находки формируются в желудке, однако могут располагаться и в двенадцатиперстой кишке, и в пищеводе. Лечение плотных и осложненных бизоаров только хирургическое. Операция заключается в удалении бизоара путем вскрытия просвета желудка. Опасность бизоара в том, что он может вызвать язвы, вплоть до кровоточащих, и некроз. А большие и плотные бизоары способствуют перфорации стенки желудка с развитием перитонита. Все перечисленные осложнения, как правило, требуют экстренного оперативного лечения. В связи с этим необходимо максимально раннее выявление бизоаров. Для применения либо медикаментозных препаратов, которые помогут их растворить, либо механического удаления. Впрочем, если любитель хурмы человек молодой и здоровый, то образование фитобизоара маловероятно. А вот у пожилых из-за ослабления перистальтики или у тех, кто перенес операцию на брюшной полости, из-за образовавшихся спаек, путешествие фитобизоара может вылиться в кишечную непроходимость. Вот такая информация, друзья. Я также прочитал истории людей, которые получили негативный опыт из-за употребления хурмы. Короче, вот рекомендации относительно того, как не нужно употреблять хурму. Надеюсь, это сохранит вас и ваших близких от страданий и проблем. Первое. Не употребляйте плод натощак и непосредственно перед сном. Второе. Снимайте кожицу. В ней танины, а они становятся причиной появления бизоаров, желудочных камней. Третье. Не следует употреблять людям, которые болеют сахарным диабетом. После приема есть вероятность развития гипергликемии. Четвертое. Не разрешается есть людям после операции на органах пищеварения, при спайках кишечника, страдающим ожирением, при остром периоде панкреатита, колита. Пятое. Ни в коем случае не запивайте хурму молоком и охлажденной водой. Это приведет к образованию кома и в дальнейшем к бизоару. Сразу отвечу на вопрос, что делать, если вы уже столкнулись с подобной проблемой. Не пытайтесь заглушить это состояние лекарственными средствами от отравления. Например, активированный уголь не поможет. Лучше попробовать искусственно вызвать рвоту, выпив теплой воды, и 2 пальца в рот. Есть еще один совет, но не знаю, насколько он эффективен. Люди советуют в случае возникновения бизоаров, а если быть точнее, при тяжести в желудке, рвоте, коликах, выпить кока-колы. Она якобы должна растворить эти бизоары.
А что вы думаете по этому поводу? Оставьте комментарий. Может, у вас был негативный опыт? Поделитесь с нами. Это будет всем в помощь.